Однажды ночью, когда в больнице раздавались раскаты грома и дождь барабанил по окнам, обычная ночная рутина была внезапно нарушена невероятным событием. В главный холл здания ворвался огромный тигр, его шерсть сияла как огонь под светом больничных ламп. Внезапное появление огромного хищника вызвало настоящую панику, а врачи, медсестры и пациенты бросились в рассыпную. Медсестра Сандра, известная своим хладнокровием и мужеством даже в самых экстремальных ситуациях, была одной из немногих, кто не поддался всеобщей панике. Ее глаза расширились не от страха, а от восхищения, когда она наблюдала за величественным животным, которое, вопреки своей дикой природе, казалось, что-то или кого-то здесь искало. Тигр выглядел скорее растерянным и ищущим спасения, чем агрессивным. Девушка с удивлением заметила, что в его мощных челюстях находился маленький детеныш. У насквозь промокшего малыша были полоски на теле, но он был совсем не похож на обычного тигренка. Однако это было сейчас далеко не главной проблемой, так как срочно нужно было предпринимать какие-то меры. Сандра, движимая желанием помочь, осторожно подошла к тигру, несмотря на огромный риск. Тем временем Мартин, начальник охраны больницы, уже звонил в полицию, сообщая о чрезвычайной ситуации. Оставшись в коридоре наедине с животными, Сандра заметила, что тигр, несмотря на свой внушительный вид, был истощен и сильно измотан, а его ребра отчетливо проступали под мокрой шерстью. Решив действовать самостоятельно, Сандра повела тигра и загадочного детеныша в небольшую комнату, где хранились медицинские инструменты и принадлежности. Как только они вошли, девушка заперла дверь, прекрасно понимая, что она сама поместила себя в ловушку с большим хищником. Тигр аккуратно положил детеныша на пол и отступил в угол, внимательно наблюдая за каждым движением человека. В ожидании помощи Сандра осмотрела детеныша, который, несмотря на свой экзотический и незнакомый вид, выглядел очень хрупким и беззащитным. Девушка не знала, какому виду он принадлежит, но она была полна решимости спасти его жизнь. Следующие несколько минут были напряженными. Сандра использовала свои медицинские знания и подручные средства, чтобы помочь малышу и накормить его. Тигр молча наблюдал за происходящим, а его тяжелое дыхание растворялось в шуме дождя, стучащего по крыше. Тем временем снаружи запертой комнаты Мартин помогал эвакуироваться медперсоналу и пациентам. Начальник охраны никак не мог понять, откуда в их больнице появился огромный хищник, но он был рад, что животное не причинило никому вреда. Ночь тянулась, а напряжение в больнице только нарастало. Сандра постоянно следила за тигром и детенышем, которые успокоились благодаря ее присутствию и готовности помочь. Сильно истощенный и ослабший тигр отдыхал с полуприкрытыми глазами, при этом следя за каждым движением вокруг, словно чего-то опасаясь, а детеныш, завернутый в теплое одеяло, перестал трястись от холода и, наконец, уснул. Мартин в это время разговаривал с представителями администрации города, согласовывая дальнейшие действия. Полиция и служба по контролю за дикими животными уже зашли в здание, готовясь к любому развитию сложившейся ситуации. Напряженный момент был прерван прибытием доктора Родригеса, известного специалиста по большим кошкам, которого срочно вызвали для разрешения необычной ситуации. Доктор осторожно заглянул в комнату с тигром, а увидев, что хищник не проявляет агрессию, он зашел внутрь, стараясь не делать резких движений. Родригес осмотрел детеныша и уверенно заявил, что это не тигренок. У доктора была догадка насчет того, какому виду принадлежал детеныш, но она была слишком невероятной, чтобы обсуждать ее прямо сейчас. Сандра объяснила доктору, что тигр совершенно не проявлял агрессии, и рассказала о своих действиях в отношении неожиданно появившихся животных. Выслушав девушку, Родригес предположил, что тигра и детеныша незаконно содержали в ужасных условиях, откуда им каким-то чудом удалось сбежать. Это объясняет их неожиданное появление в городской больнице. Тем временем новости о появлении тигра и загадочного детеныша в больнице начали стремительно распространяться, привлекая к зданию многочисленных прохожих и репортеров.
Родригес не хотел, чтобы происходящее внутри увидели случайные свидетели, так как это могло спугнуть злоумышленников, которые похитили животных и издевались над ними. Поэтому Родригес дождался прибытия своих коллег, чтобы они помогли ему перевести несчастных созданий в реабилитационный центр для диких животных для надлежащего ухода за ними. Тигра удалось без происшествий усыпить для безопасной транспортировки, а детеныша поместили в специальный инкубатор. К счастью, транспортировка прошла успешно, и через несколько часов тигр с детенышем уже находились в реабилитационном центре для животных. По прибытии их встретила команда ветеринаров. Тигра и детеныша первым делом поместили в карантин. Под руководством доктора Родригеса специалисты планировали дальнейшие шаги для восстановления попавших к ним животных и их изучения. Генетические тесты показали, что детеныш может быть потомком тасманийского тигра, считавшегося вымершим уже более 100 лет. Однако ученые не торопились с выводами, так как это могло бы стать настоящей сенсацией в научном и животном мире. Вскоре началось масштабное расследование. При содействии сотрудников полиции недалеко от города удалось найти небольшую заброшенную ферму, откуда предположительно сбежал тигр. По всей территории фермы полицейские и ученые находили многочисленные следы незаконного содержания диких животных, в том числе тесные клетки и цепи со следами жизнедеятельности животных. Расследование установило, что на этой ферме еще совсем недавно находились десятки экзотических животных, которых браконьеры и контрабандисты содержали здесь в ужасных условиях, а затем продавали по всему миру за огромные деньги. Похоже, тигру каким-то образом удалось выбраться из клетки и сбежать, прихватив с собой в зубах маленького детеныша. Так двое животных оказались в городской больнице. К сожалению, преступники узнали о приближении полиции и успели сбежать с фермы. После того, как расследование было завершено, доктор Родригес вместе со специалистами по охране дикой природы организовали большую пресс-конференцию для того, чтобы рассказать всему миру страшную правду. Родригес показал сбежавшего от браконьеров тигра и рассказал о жутких условиях, в которых его содержали нелегальные торговцы животными. Доктор Варгас, специалист по генетике, официально подтвердил большую вероятность того, что спасенный детеныш может быть тасманийским тигром, до сих пор считавшийся вымершим. Сандра, которая все это время помогала ухаживать за животными, также высказалась о важности защиты всех видов животных от угроз со стороны людей. Это открытие стало настоящей сенсацией, а ученые пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить спасенного тасманийского тигра. После сенсационной пресс-конференции весь мир узнал о невероятной находке, что привлекло внимание многих людей к проблеме незаконной торговли животными и необходимости их защиты. Расследование продолжилось в нескольких странах мира, и через несколько месяцев полиции и защитникам животных в итоге удалось найти огромный комплекс, где браконьеры содержали сотни видов экзотических животных для их незаконной перепродажи. Таким образом, загадочное появление тигра с детенышем в одной из городских больниц запустило целую цепочку событий и привело к раскрытию ужасных преступлений, связанных с незаконным содержанием, контрабандой и продажей экзотических животных. Несколько десятков пойманных преступников посадили в тюрьму, а остальных подозреваемых объявили в международный розыск. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.